Тестирование поддержки на уровне 90 тысяч или активный пробой нового максимума около 130 тысяч долларов. Этот вопрос сейчас подвис над рынком и является ключевым, особенно после того, как биткоин потерял поддержку в области 115 тысяч. Самым главным катализатором движения сейчас по-прежнему остается макроэкономика, если бы точнее денежно-кредитная политика ФРС. На этой неделе было еще одно выступление Пауэлла, где он намекнул, что в целом ФРС готова продолжать снижать ставку в этом году, за счет чего вероятность двух сокращений превысила 70%. Сама коррекция для нас не новость, и это вполне нормальное явление на крипторынке, но интерес тут в другом. Есть индикатор по открытому интересу, и он показывает, что как только альткоины перегоняют биткоин по открытому интересу, рынок тут же начинает сдуваться. И вот сейчас мы опять видим ту же картину. Биткоин накапливает ликвидность и пытается закрепиться выше важного уровня 110 тысяч, но при этом в области выше 116 тысяч начинает формироваться сопротивление, из-за чего продолжение движения по-прежнему остается под вопросом, особенно в краткосрочной перспективе. С одной стороны, индикаторы, как, например, полосы Боллинджера, сигнализируют о потенциальном падении до 107 тысяч. К тому же ETF фиксирует отток капитала несколько дней подряд. Но с другой стороны, есть и такие сигналы, как падение резервов на биржах, рост денежной массы М2, высокий MVRV и другие индикаторы, которые рисуют более положительную картину. Поэтому сегодня на основе всех этих данных я отвечу на вопрос, что ждет биткоин и весь крипторынок в ближайшее время. И разберу, к чему нам стоит готовиться: продолжению коррекции вплоть до уровня 100 тысяч, или же к развороту, что станет отличной возможностью зайти в рынок на текущих низких уровнях. Мы, как всегда, пробежимся по актуальным событиям, которые оказывают прямое влияние на текущее формирование тренда, и в конце я озвучу свою стратегию по текущим условиям. Напоминаю, что следующее видео может стать ролик про альты, но для этого нужно набрать минимум 1000 лайков. Поэтому обязательно поддерживайте видео пальцем вверх и пишите комментарии, за которые вы можете получить 10 долларов, как этот зритель, а еще 10 долларов за подписку на наш телеграм. Так что всем желаю приятного просмотра, с вами Влад. А мы начинаем. Что ж, вначале я сказал, что сейчас некоторые альткоины обгоняют биткоин по доходности и росту. Так вот, в нашем телеграм-канале уже вышел пост, где мы указали названия 3 монет, которые прямо сейчас привлекают приток нового капитала. В нашем телеграм есть все, что нужно каждому криптоинвестору и трейдеру. Аналитика, новости, отчеты и, что самое главное, все без спама и только проверенная информация. Так что переходите, подписывайтесь и убедитесь в этом лично. Друзья, на этой неделе крипторынок конкретно встряхнуло. Мы увидели резкую коррекцию, и теперь все задаются вопросом, к чему нам стоит готовиться. Биткоин и альткоины держатся на критически важных уровнях. И именно сейчас решается, куда рынок пойдет дальше. Если посмотреть на ончейн-метрики, то они показывают очень интересные моменты. Первая новость не самая приятная. Аналитик Али Мартинес сообщил, что только за последние 2 месяца инвесторы вывели с рынка около 30 миллиардов долларов. Это огромные деньги. Естественно, такой отток не мог пройти незамеченным. Вторая метрика от Glassnode говорит о том, что долгосрочные холдеры биткоина уже зафиксировали прибыль в размере 3,4 миллиона биткоинов за весь этот цикл. Чтобы вы понимали, это рекордный показатель. Даже в 2017 и 2021 годах таких цифр не было. Обычно такие массовые фиксации сигнализируют о том, что рынок перегрет и впереди нестабильный период. И третья метрика – это активность китов. По данным CryptoQuant, на Binance только 22 сентября они закинули биткоин на 120 миллионов долларов, а уже 23 сентября добавили еще 52 миллиона. Это значит, что крупные игроки двигают рынок и явно готовят большие сделки. Все это вместе показывает, что ждать быстрого восстановления не стоит. Биткоин и альткоины сейчас реально стоят на переломном этапе, и ближайшие недели будут решающими. Аналитик Red Capital, например, отмечает, что капитализация альткоинов без топ-10 тестирует ключевую линию тренда. Она даже слегка ушла ниже, но пока удерживается. Если этот уровень устоит, то рынок сможет приблизиться к капитализации в 315 миллиардов долларов. Да, сейчас рынок остается в напряжении, но есть ли угроза более глубокой просадки? Крупные холдеры, так называемые киты, начали активно фиксировать прибыль. За последний месяц они распродали примерно 147 тысяч биткоинов, а это ни много ни мало около 16,5 миллиардов долларов. И если они продолжат давить на рынок, то цена биткоина может уйти до 100 тысяч. Киты начали сливать монеты сразу после того, как в августе биткоин пробил новый максимум на уровне 124 тысячи. По данным CryptoQuant, баланс кошельков китов упал на 2,7% всего за 1 месяц. И это самое быстрое сокращение за весь текущий цикл. Причем продают в основном долгосрочные холдеры. Те, кто держал биткоин от полугода и больше. С начала сентября они уже несколько раз перегоняли по 8 и 9 тысяч биткоинов за раз. В пересчете по текущим ценам это примерно 10 миллиардов долларов, которые оказывают давление на рынок. Но тут есть важный момент. Glassnode отмечает: да, киты двигают монеты, но не все они летят сразу на бирже. Часть уходит в другие места, и это сдерживает падение. Более того, на рынке есть крупные покупатели. Например, японская компания Metaplanet только за прошлую неделю добавила в свой портфель 5419 биткоинов, а компания Майкла Селлера еще 850 биткоинов. По данным River, корпоративные компании уже владеют больше биткоином, чем ETF, то есть у нас встречный поток. Кто-то сливает, а кто-то активно скупает. А теперь давайте к технике. Пробой уровня 116 тысяч подтвердил на графике так называемый медвежий флаг. Биткоин потерял 50-дневную, а также сотую скользящую среднюю. И теперь главное
главная зона обороны для быков – это диапазон 112-110 тысяч долларов. Индикатор RSI также снижается, и за неделю он упал с уровня 61 до 44, что указывает на давление продавцов, но шанс для быков все же остается. Также на этой неделе истекают опционы на биткоин на очень большую сумму – 17,5 миллиардов долларов, и трейдеры уже называют уровни, которые могут вызвать так называемый максимальный дискомфорт, то есть ударить по большим позициям. Речь идет о диапазоне около 107 тысяч, а также ниже. Тем временем сейчас биткоин торгуется в узком диапазоне, и в середине этой недели он упал ниже 112 тысяч, а потом вернулся выше 113. Но быки и медведи пока не могут задать четкий тренд. И многие участники рынка считают, что перед настоящим восстановлением нас ждет еще одно падение. Например, один популярный криптотрейдер из Твиттера заявил, что сентябрь исторически часто становится дном для биткоина. Но с учетом экспирации опционов на 17,5 миллиардов, вероятность движения к целевой цене 107 тысяч очень высокая. Также популярный трейдер BitBull согласен с этим тезисом. Он сравнил ситуацию с первым кварталом прошлого года и сказал, что биткоин может протестировать зону 103-105 тысяч, прежде чем он развернется. Более того, киты, по его мнению, могут специально продавить цену ниже 100-дневный EMA, чтобы создать максимальную боль на рынке. А теперь важный момент. Многие аналитики сходятся во мнении, что к концу сентября нас ждет сильное движение. Например, Дэн Крипто отметил, что сейчас недельная свеча одна из самых узких за последние 2 года. И тут в игру включается еще один индикатор. Это полосы Боллинджера. Они сейчас сузились до рекордных значений, как мы видим на недельном графике. И это всегда сигнал перед большой волатильностью, поскольку сейчас все идет к выходным, когда ликвидность на рынке падает и по факту некому откупать монеты, а рынок начинает проседать. Поэтому я ожидаю, что под конец этой недели и под конец сентября мы еще повторно упадем вот в эту область и будем готовиться к закрытию месяца и к началу 4-го квартала. Такое локальное движение может стать отличной возможностью для заработка, даже на падении. Да, друзья, во время падения вы также можете оставаться в плюсе, особенно если вы торгуете с нашей подпиской Coin22 Pro. Наглядный пример — шорт-сделка по Bitcoin Cash, которую открыли все участники Pro прямо перед падением в понедельник. А после этого мы сыграли на скачке цены AVAX и закрыли прибыльные лонг-сделки. В целом неделя выдалась очень активной, и мы ежедневно фиксировали профитные сделки. В подписке Pro каждый участник получает пошаговое обучение, сопровождение, а также поддержку на всех этапах работы. И это все при участии нашего официального партнера биржи BitGet, которая только для наших зрителей и участников Pro предоставляет лучшие условия для торговли, кэшбэк 15% первому депозиту и множество других крутых акций. А вот активные трейдеры с большими торговыми объемами получают VIP-статус. Поэтому для прибыльного трейдинга с лучшими условиями проходите регистрацию на BitGet по ссылке в описании, а также становитесь участниками нашей подписки Pro. Разбирая общий фон на крипторынке, я не могу пройти мимо недавнего выступления Пауэлла. Глава ФРС Джером Пауэлл снова вышел с заявлениями, и на этот раз акцент сделан на том, что рынок труда начал слабеть. Это произошло сразу после первого снижения ставки за последние 9 месяцев. И тут начинается самое интересное. Рынки уже делают ставку на то, что ФРС продолжит смягчать политику. Пауэлл сказал прямо: экономика замедляется. Безработица хоть и низкая, но все же растет. Новых рабочих мест становится меньше, и риски по рынку труда увеличиваются. При этом инфляция, наоборот, снова ползет вверх. Получается очень тонкий баланс. С одной стороны рост цен, а с другой рынок труда, который теряет силу. Отдельно Пауэлл упомянул тарифы. Теперь ФРС считает, что они окажут лишь разовое влияние на инфляцию, хотя еще недавно говорили, что они могут серьезно разогнать цены во второй половине этого года. Кстати, не только он об этом говорит. Вице-председатель ФРС Мишель Боуман также отметила, что экономика США остается устойчивой, но рынок труда все больше тревожит. На прошлой неделе ФРС понизил ставку на 0,25%, и это было ожидаемо. Но теперь у рынка главный вопрос: будет ли снижение дальше, в октябре, а также декабре. Многие аналитики отмечают, что последнее заседание ФРС – это полное противоречие. С одной стороны, чиновники рисуют прогноз роста ВВП и снижения безработицы, а с другой сами же говорят о рисках для рынка труда. Ну и как всегда, любые сигналы от ФРС моментально отражаются на крипте. Да, ожидание мягкой политики в целом подталкивает инвесторов в рискованные активы, но начало этой недели для крипторынка оказалось под давлением, ведь распродажи снова усилились. Плюс к этому в пятницу нас ждет новый индекс, и тут нужно понимать, что рост до уровня 3% и выше окажет новое давление на рынок, так что будем ждать этот новый отчет. В целом у нас интересная ситуация, ведь волатильность биткоина упала до самого низкого уровня с 2023 года. Проще говоря, рынок стал слишком спокойным, и теперь направление цен будет зависеть от того, как дальше будет накапливаться открытый интерес. Смотрите, коэффициент MVRV сейчас находится на уровне 2,1. Это нейтральное значение. Оно показывает, что инвесторы не ждут ни серьезных убытков, ни огромной прибыли. То есть паники нет, но и поводов для массовой фиксации прибыли тоже. На таких уровнях рынок обычно замирает и занимает выжидательную позицию. Это спокойствие подтверждают и данные по биржам. Баланс биткоина там продолжает снижаться, значит продавцы
продавцов становится меньше, а монеты уходят в долгосрок. Исторически такие периоды часто предшествовали дефициту предложения, когда внезапно включался спрос, и рынок резко рос. В общем, судя по тому, что происходит на рынке, мы наблюдаем затишье перед бурей. А вот теперь про открытый интерес. После последнего падения цены он просел примерно на 16%. Это значит, что сейчас плечо на низком уровне, и длинные позиции сократили. Дальше все будет зависеть от того, куда пойдет накопление. Если начнут снова двигать лонги, может наблюдаться еще одна волна снижений. Но четкий сигнал появится тогда, когда риск давления плеча поднимется выше 40%, либо наоборот упадет к уровню 10%. И это уже будет сигнал разворота. Так что сейчас мы видим полное спокойствие. Но именно это и намекает, что впереди может быть серьезное движение. Но почему даже небольшой рост биткоина может скрывать основу для куда более сильного движения? За последние сутки биткоин прибавил почти 2%. Вроде бы мелочь, особенно на фоне падения всего рынка и снижения оптимизма. Но если копнуть глубже, то данные сети показывают, что спрос на самом деле постепенно нарастает. И именно это может стать фундаментом для более мощного рывка в будущем. Сейчас цена стоит так, что вряд ли кто-то будет паниковать и массово фиксировать прибыль. Наоборот, рынок ушел в режим ожидания. И тут один из самых важных сигналов – это биржевые резервы. По данным CryptoQuant, они упали до минимального уровня с начала этого года. Всего 2,4 миллиона биткоинов. Это значит, что люди выводят монеты с бирж и отправляют их в долгосрочное хранение. И чем меньше биткоинов доступно для моментальной продажи, тем слабее давление продавцов. Другой важный сигнал – это ставка финансирования. Сейчас она остается положительной. Это значит, что большинство трейдеров по-прежнему ставят на рост. Но при этом они это делают без агрессивного плеча. И вот что важно, отсутствие перегрева снижает риск массовых ликвидаций и создает почву для более стабильного роста. Получается такая картина. Цена вроде бы почти не двигается, но за кулисами рынок готовит базу для следующего серьезного движения. Инвесторы продолжают держать биткоин, выводят его с бирж, а трейдеры сохраняют осторожный оптимизм. И именно такая комбинация часто становится предвестником более крупного прорыва. Но сейчас у биткоина настоящий штиль. Рынок будто замер перед чем-то большим. Его волатильность упала до самого низкого уровня с 2023 года. И тогда, напомню, такое затишье вызвало начало роста на 325%. Вопрос только один. А повторится ли такая история сейчас? Давайте посмотрим, что говорят данные. Первое — это то, что мы уже разобрали. Резервы на биржах. И они продолжают падать. Все меньше монет становится доступным для быстрой продажи. И это всегда сигнал к дефициту предложения, когда включается спрос. Второе — это то, что мы уже разобрали. Коэффициент MVRV. Он сейчас в нейтральной зоне. Около 2,1. Это значит, что инвесторы не сидят на огромной прибыли, которую нужно срочно фиксировать. И получается, что повода для продаж, конечно же, нет. И третье. Ставки финансирования остаются положительными, но спокойными. То есть трейдеры не заходят с безумным плечом. Ни в лонги, ни в шорты. Таким образом, биткоин зашел в реально решающую фазу. Сейчас вся игра идет вокруг диапазона от 110 до 115 тысяч. Если рынок теряет поддержку вниз, то тогда открывается дорога к уровню 105 тысяч. Но если мы в ближайшее время закрепляемся выше 115 тысяч, то тогда мы снова увидим рост до уровня 120-125 тысяч. Сентябрь получился очень напряженным и, возможно, станет переломным перед октябрем, где решится судьба этого цикла. На графике видно, что после локального максимума на уровне 123 тысячи биткоин постепенно пошел вниз. Индикаторы уже ушли в зону перепроданности, и это может дать короткий отскок, который мы видим сейчас. Но сама структура движения все еще указывает на риск падения в диапазон 109-110 тысяч. И если в этой области усилится давление продавцов, то биткоин, конечно же, протестирует уровень 105 тысяч. Ситуацию подтверждают и данные по ордерам. На уровне 110 тысяч сконцентрировано большое количество заявок на покупку, а следующий уровень ликвидности – это 105 тысяч. И самый нижний уровень – это 100 тысяч, где также видна большая зона поддержки, но ее тест в ближайшее время маловероятен. Сверху у нас находится сопротивление в районе 114-115 тысяч. И именно там рынок упирается уже не первый раз. Ну а далее сильное сопротивление находится на уровне 120 и 125 тысяч, которые будут тормозить движение вверх. Если смотреть с точки зрения волновой структуры, то биткоин все еще находится внутри большого бычьего цикла, но локально формируется нисходящая волна, именно она тащит цену вниз. Это значит, что вероятность повторного теста диапазона 110-109 тысяч остается высокой, а при сильном давлении продавцов в этой области возможен временный тест уровня 105 тысяч. Я бы реально назвал текущую фазу на рынке затишьем перед бурей. Мои ожидания на ближайшее время такие. Сейчас крупные фонды, от которых по сути зависит движение рынка, постепенно переваривают новую риторику ФРС и экономические данные, из-за чего наблюдается отток капитала из ETF и своего рода пауза. В это время мы можем ожидать продолжения локального отката, что выступает отличной возможностью для покупки, учитывая, что мы стоим на пороге самого зеленого квартала года. А вот впереди уже октябрь, и это месяц, который в крипте давно прозвали Октобер, ведь именно с него начинается четвертый квартал. И если посмотреть на историю, то чаще всего октябрь зеленый, и сейчас инвесторы снова ждут рост. Но есть один момент. Обычных катализаторов для роста явно не хватает. Компания 10x Research предупредила, что цена биткоина может сразу сдвинуться на 20 тысяч в нисходящем или восходящем тренде. Причина в том, что несколько ключевых уровней сошлись в одну точку, плюс рынки опционов начинают подавать сигнал напряженности, а многие трейдеры открыто ставят против роста. С другой стороны, ончейн-метрики показывают, что рынок подходит к очень важным зонам. Если смотреть на прошлые циклы, то тогда движение цены всегда
сопровождалась сильным разворотом тренда. В отчете отметили, что 3 года подряд они четко предсказывали рост биткоина в четвертом квартале. Когда биткоин был на уровне 65 тысяч, аналитик Маркус Тилен говорил, что биткоин пробьет 100 тысяч. Но сейчас прогнозы звучат разные. Эксперт компании Glassnode, например, ожидает падения до уровня 105 тысяч. Особенно на фоне того, что в эту пятницу истекает рекордный объем опционов на 23 миллиарда долларов. Компания Matrix Sport считает ключевым уровнем 109 тысяч. Пока биткоин держится выше, рынок остается бычьим, но пробой и переворот уровня сопротивления усилит дальнейшее падение. Еще один важный индикатор – это STH. Он показывает медвежий сценарий, если цена биткоина закрепится ниже уровня 109 тысяч. Так что интрига остается огромной. Либо октябрь оправдывает название Октобер и подарит нам новый рост, либо начнется совсем другой сценарий. Но мы знаем, что все решится уже в ближайшие дни, особенно после отчета по инфляции. В принципе, вот такая картина у нас по биткоину. Сейчас все решается в узком диапазоне. Именно ближайшие дни покажут, сможет ли рынок выдержать, или мы увидим движение к новым высоким уровням. В любом случае это очень интересно, и поэтому я буду вас держать в курсе. Если вам был полезен такой разбор, то обязательно поставьте лайк, пишите комментарии, что вы сами думаете по поводу текущей ситуации, и подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать новые видео. А еще заглядывайте в наш Telegram, там выходит еще больше оперативной аналитики и много идей по торговле. Ну а на сегодня все. Всем желаю удачи и профитных сделок, увидимся в следующем видео, до скорых встреч!